Всем привет! Это канал Математика для всех. Сегодня мы с вами разберем решение первого номера из профильной математики. Математики профильного уровня. Начнем с вами с темы прямоугольные треугольники. Самая первая тема, подтема, которая находится в первом номере ЕГЭ. Допустим, вот такая задача. Известно, что угол между медианой и биссектрисой 20 градусов. Вот она наша медиана, вот наша биссектриса. Про медиану в прямоугольном треугольнике мы знаем, что она равна половине гипотенузы. Значит, можно вот так сделать. Про биссектрису мы знаем, что она делит угол прямой пополам. Здесь 45 градусов. Дальше мы рассматриваем треугольник CMB. Он равнобедренный. Раз он равнобедренный, значит углы при основании равны. Значит, угол B будет равен 65 градусов. Нас просили меньший угол прямоугольного треугольника. Значит, мы из 90 должны вычесть 65 и получаем меньший угол треугольника 25 градусов. Следующая задача. Так, треугольник ABC, угол С равен 90, BC равно 4, отметим это дело. Синус А равен 0,2 АБ. Ну, вообще в камильфо все есть у нас. Первонаперво обратимся к синусу. Что такое синус А? Синус А или 0,2 это отношение противолежащего катета BC к гипотенузе АБ. Ну, BC мы с вами знаем. К счастью, это 4. Ну и решаем, находим АБ через пропорцию. 2 умножаем на АБ равняется 4 умножить на 10. Сокращаем на 2 слева-справа, получаем, что АБ равняется 20. Решения ответ заданий очень простые и быстро делаются. С таким решением у вас очень много времени останется и для развернутого ответа в сложной части. Треугольники ABC, угол С равен 90, АБ равно 13. Есть тангенс А, найдите высоту CH. Ну, в данном случае стоит расписать тангенс А для двух углов. Ну, помним, что этот уголочек равен вот этому уголочку. Можно написать, что тангенс А равен 8 первых или отношение CH к AH, если мы рассматриваем с вами треугольник ACH. И второе сравнение. Тангенс А равен 8 первых равен отношение противолежащего катета HB к прилежащему катету CH. Так, и, соответственно, составляем два уравнения. Но прежде чем составить уравнение, нужно выразить переменную. За переменную выразим, допустим, HB. Пусть это будет x. Тогда AH это 13 минус x. Ну и подставляем, получаем, что 8 первых равняется CH делить на 13 минус x. Значит, CH равняется 8 умножить на 13 минус x. Дальше. Выразим теперь CH из этой пропорции. Получаем 8 первых равняется HB у нас x, CH неизвестное. Получается, что 8 CH равняется x. Значит, CH равняется x делить на 8. Ну, раз это у нас одинаковое с вами, значит, можем и правой части приравнять. 8 умножить на 13 минус x равняется x делить на 8. Чтобы было проще решать, слева и справа домножим на 8. Получаем здесь 64 на 13 минус x равняется x. Раскрываю скобки. 64 умножить на 13 минус 64 умножить на x равняется x. Хочу уточнить, что я сразу не умножаю. Умножаю уже в самом конце, когда уже прям будет понятно, что сократить нигде ничего нельзя. Переношу вправо, получаю 65х равняется 64 умножить на 13. Ну и замечаю, что 65 и 13 делится на 13. 65 делим на 13, получаем 5, а справа остается 64. Ну и записываем ответ, что х равен 64 пятых.
Вот. Далее у нас с вами что просили? CH, правильно? X у нас был с вами HB. Мы подставляем, значит, сюда X наш. Это 64, дробь уходит вниз, умножить на 8. Опять же, смотрите, я здесь ничего не сокращал, тяну до самого последнего момента. 64 и 8 можно сократить, получается 8. 8 пятых это 1,6. Это ответ. CH равняется 1,6. Так, далее номер 4. Острые углы прямоугольного треугольника равны 24 и 66. Видите, угол между биссектрисой и медианой. Ну, опять же, помним, что биссектриса делит угол пополам, медиана является половиной гипотенузы. Сразу это отметим. Теперь нужно разобраться, где 24, где 66. Если мы здесь ставим 66, то полный угол 66, и такой, в принципе, может быть. Если поставим здесь 24, то здесь получается полный угол 24, хотя его часть 45 градусов. Значит, быть такого не может. Значит, получается, что у нас угол B 66 градусов. Ну, угол А 24 градуса. Нас спрашивают найти угол между биссектрисой и медианой, то есть вот этот уголочек. Ну, опять же, треугольник у нас равнобедренный, полный угол С будет равен, вот имеется в виду угол, давайте уточним, МЦД лучше, да, равен 66 градусов, следовательно, угол МЦБ там был, да, МЦБ равен 66, а МЦД равен 66 минус 45. Итого получается 21 градус. Это ответ. Следующее задание. Номер 5. Треугольники ABC, угол С равен 90 градусов, синус А равен 3 пятых, BC 3, CH высота. Найдите BH. Опять же, помним, что синус этого угла такой же, как синус вот этого угла. У нас с вами есть синус, у нас с вами есть гипотенуза. Катет сможем найти. То есть мы сейчас работаем вот в этом треугольнике и говорим, что у нас известен угол С. Ну, то есть синус А будет равен углу синусу угла HCB равен 3 пятых. Вспоминаем, что такое синус. Синус есть отношение противолежащего катета к гипотенузе. HB равняется 9 пятых или 1,8. Ну и все. Решили. Номер 6. Как будто бы одно и то же дала программа. Ну, давайте решимся 10 раз обещал. В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов. BC равно 20. Косинус А равен 80. Найдите CH. Ну, практически такая же задача, также находим треугольник, рассматриваем этот треугольник. У нас косинус А такой же, как косинус угла HCB, и это 80. Вспоминаем определение косинуса. Косинус есть отношение при лежащего катета, то есть CH, гипотенузе BC. Ну, BC равняется 20. Находим CH. CH равняется 20 умножить на 8, поделить на 10. Сокращаем. Получаем ответ. В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов, синус А равен 4 десятых, а С 3 корня 21. И просит найти АБ. Ну, смотрите, у нас с вами есть синус, а синус есть отношение противолежащего катета к гипотенузе.
Нам дали прилежащий катет. Значит, для решения этой задачи потребуется косинус. Чтобы найти косинус, нужно воспользоваться основным тригонометрическим тождеством. Синус квадрат А плюс косинус квадрат А равняется единице. Синус А у нас известен. Косинус хотим найти. Ну, выделяем его. Косинус А равен корень из 1 минус синус квадрат А. Дальше подставляем и находим корень. 1 минус 0,16. Корень из 84. Ну, представлю в виде дроби. Корень из 84 пока извлекать не будем. Так, оставим. Корень 100 это 10. Дальше используем понятие косинуса. Косинус А у нас с вами равен корень из 84 делить на 10. Равен отношению АС к АБ. Нас просили найти АБ. Значит, корень из 84 умножить на АБ равняется 30 корней из 21. И находим АБ. 30 корней 21. Тут можно под один корень запихнуть. Делить на 84. Попонятнее напишу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. То есть вот так вот как бы получается. 21,84 можно сократить. Значит, получается, что АБ равняется 30 умножить на корень из 1/4. Или 30 вторых, или 15. Это ответ. АБ равняется 15. Следующий номер, ну, похожий, опять же, вариант, треугольник между высотой и медианой, да. Хотя тут, смотрите, немножко по другому условию записано, поэтому тоже можно решить, почему бы и нет. Я уж думал, что то же самое, просто числа поменялись. Так, в прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой, проведенным из вершины прямого угла, равен 40 градусов. Хотя мы это уже решали с вами в начале, да, угол был дан. Видите, больше из острых углов этого треугольника. Но вспоминаем опять же, что медиана это половина гипотенузы. Здесь у нас с вами проведена высота. Условие реально поменялось. То есть тут была до этого биссектриса. Так, ну замечательно. Здесь угол у нас тоже 90, значит здесь будет 50. Треугольник СМБ у нас равнобедренный. Значит, чтобы найти угол Б, нужно из 180 вычесть 50 градусов и поделить на 2. 130 делим на 2, получаем 65 градусов. Ну, явно это будет как раз таки больший угол. Дальше, что у нас тут? Высота и медиана то же самое, да, решали уже. Давайте такое посмотрим, что здесь неприятное написано. Треугольники АБС, угол С равен 90 градусов. CH высота, АБ равно 15. Тангенс А 4/3, найти BH. Ну, реально интереснее. Допустим, BH(x), тогда AH 15 минус x. Ну и как до этого мы с вами решали, похожий момент, выражаем просто тангенс через каждый угол. Ну, то есть тангенс А равняется 4/3, равняется отношение противолежащего катета к прилежащему катету. Вот. И второй раз записываем, но уже для другого угла. 4/3 равняется противолежащий катет к прилежащему катету. Ну и выражаем. Получается, что у нас с вами 3CH равняется 4AH. Да? Ну, вместо AH можно поставить 15 минус x. Значит, CH равняется 4 умножить на 15 минус x делить на 3. Дальше, во втором случае получаем 4/3 равняется x делить на CH. Значит, 4CH равняется 3x. CH равняется 3x делить на 4. Опять же, левые части одинаковые, значит, правые части должны быть одинаковыми. Приравниваем и находим x. Ну, крест-накрест перемножаем. Получается сразу, наверное, 16. Минус x равняется 9x.
Опять же, до конца умножать здесь не буду, 16 на 15. Умножу позже. Складываем подобные слагаемые. Ну и замечаем, что можно слева и справа поделить на 5. Здесь будет 3, здесь будет 5. Итого 5х равняется 48. Х равен 48 пятых или 9,6. Так. Ну и все, в принципе. Если есть вопросы какие-то, если есть просьбы по тому, что вы хотите разобрать, что вам непонятно, пишите в комментариях, обязательно разберу. Если все понравилось, мне очень приятно. До свидания.